Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall. В сегодняшнем видео у нас будет Great Wall Hover H5 дизельный со следующей проблемой. Летом на этом автомобиле поехали на курорты Краснодарского края. По дороге на отдых машина закипает, находит где-то в городе Краснодаре, значит, ремонт. С того сервиса связываются там со мной, заказывают прокладку, болты, основной радиатор охлаждения. Ну, как бы вот и все, да. И машину ремонтируют, машина уезжает оттуда. Не так давно, это с нашего города автомобиль, с города Дубна. Не так давно он обращается к нам, звонит, говорит: я ехал вот по этому мосту, машина глохнет, и все, она не заводится. Они оттащили ее на стоянку к торговому центру, мы с ним там созвонились, я подъехал с диагностикой, ну, хотя, в принципе, диагностика мне была уже не нужна, я и так догадывался, что там. Сажусь, ключ на старт, она у меня работает как швейная машинка, я прекрасно понимаю, что ремня ГРМ там уже нету. Значит, договариваемся о том, что сейчас у нас немножко посвободнее будет, мы вас обязательно возьмем. И вот эта машина приехала, смотрите. Итак, вот он, наш испытуемый на сегодня. Значит, проблема следующая. Ехали по мосту, заглохли. Значит, и больше машина не заводится. Машина с нашего города. Мы созвонились, я подъехал, диагностику подключил. Значит, ошибки вылезают по распредвалу. Вероятнее всего провернул ремень ГРМ. Сейчас я просто продемонстрирую запуск. Попытку, точнее, как бы запуска. Тут уже все равно хуже не будет. Вот. Сейчас продемонстрирую. И станет уже более-менее понятно. Я говорю, у меня вероятность того, что это ГРМ, потому что ругается, говорю, на ошибку положения распредвала относительно коленвала. Значит, сейчас и пробег покажу, и все остальное. Потом также я приложу квитанцию. Я догадываюсь, что, исходя из того, что там запчастей было поставлено, поэтому здесь такие проблемы. А проблема здесь как раз-таки в том, что ремень ГРМ стоит за 800 рублей. Я говорю, я сделаю скан и обязательно приложу к видео. Вот. При всем при том, что люди покупали прокладку ГБЦ у меня. Покупали ее, причем люди поехали на юг отдыхать, не доехав до места назначения, значит, у них он закипел, и после этого начались как раз-таки вот проблемы. Где-то там на югах, значит, поставили на ремонт, с сервиса с того мне звонили, заказывали прокладку, но могли бы тогда уже и ГРМ заказать. Но да не суть. Ладно, сейчас я продемонстрирую запуск, попытку, точнее, запуска, и вы все поймете, в принципе. Собственно, как вы можете видеть, и пробег-то невелик, да, всего-то 90 тысяч километров. Сейчас мы вставляем ключик. Видите, холостой, прям в холостую крутит. То есть компрессии сейчас нету, горит ключик. Это ошибка по датчику положения распредвала. Значит, я говорю, уже летом это ремонтировалось. Сейчас я даже скажу, где это. Ремонтировали в Краснодаре. Вот. И прям вот сейчас я смотрю просто накладную. Ремень ГРМ 819 рублей стоит. Обводной ролик. Сейчас. Где он? Ролик ремня ГРМ. 1100 рублей. Ну, понятно, в общем, я уже догадываюсь, что здесь, как и зачем. Ремонт проводился, значит, на пробеге 86 524. Я говорю, сейчас мы будем все это разбирать и смотреть. И все, естественно, я вам покажу. Ну вот, скинул я крышку ГРМ. И, собственно, ничего другого я здесь увидеть и не ожидал. Если честно, что вот он вытащился. И без всяких этих. Здесь на нем ни одной маркировки. Кто это? Ну вот какая-то остатки былой роскоши.
Знаю я, что это за ремни. Ну, если продолжить ставить такие ремни, вот он как пластилин, блин, а не ремень. Если продолжить ставить такие ремни, ну мы без работы точно не останемся. Ролик. О как. А ролик, когда устанавливали, сломали. Прикольно. Молодцы, ребята, что я могу сказать? Ну, собственно, как я и говорил, ролик гумно под видом оригинала. Я говорю, когда ставили, они ему еще и башку свернули. Молодцы, блин. Ну, тут, собственно, как я и ожидал, братская могила. Коромысла рассыпались, гидрокомпенсаторы, вон видно, шмоты лежат, рассыпались. Я думаю, что там дальше все веселее будет. Так, сняли постель, сняли распредвалы и видим здесь вот такую прекрасную картину. Треснувшие коромысла, гидрики тут, ошметки, вон гидрик сломала. Ну, в общем, разбираем дальше. Ну, в общем, скинули голову. Но это вот не самое страшное. Вот самое веселое у нас на первом цилиндре. Вот. Сейчас пойдем посмотрим блок, что у нас тут. Ой-ой-ой. Вот на первом-то цилиндре самое херовое. Откровенно таки говоря, блин. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну, собственно, вот я вытащил клапана. Я думаю, вам это все видно наглядно и очень хорошо. Клапанов прямых вообще не осталось. Их все выбивать пришлось оттуда. Здесь по направляшкам, значит, третий цилиндр направляющий в утиль, первый цилиндр направляющий в утиль, причем и впуск и выпуск. Здесь выпуск трещина, здесь выпуск, я говорю, трещина. Ну, в общем, ремонт этой головки нецелесообразен. Хозяин сейчас подъезжал, мы с ним все это смотрели, обсуждали. Значит, было принято решение о замене ГБЦ. Итак, ну что ж, новая ГБЦ собраны, новые клапана, естественно, будут новые гидрокомпенсаторы, коромысла. Здесь уже все собрано. Естественно, будет все переделано под праворульные варианты, австралийские, так называемые, все их почему-то называют австралийские. Ну, ладно, бог бы с ним. Потому что, в принципе, это взято с австралийского мотора идея. Сюда заглушечка завтра нам приедет, мы ее оденем. Вот. ЕГР, естественно, мы убираем. Здесь ставятся заглушки. Сейчас на впускной коллектор еще поставлю сразу. И, в общем-то, можно ГБЦ уже устанавливать на свое место. С поршнями мы ничего делать не будем. Посовещались с хозяином. Ну, и финансово не вытянем, и по времени не вытянем. Автомобиль надо сдать до Нового года. А в механике нам просто тупо не успеют этого сделать. Потому что фрезеровка блока, та-та-та-та-та. И, короче, ну, в общем, не успеваем мы никак в эти сроки. Будем брать под свою ответственность. Как-то так. Так, ну что ж, головка у нас уже на месте. Вот. Снимаю топливный фильтр. Фильтр вообще без каких-либо обозначений. Только что отписался мне топливщик. Все клапана с распылителем мертвые на этой форсунке. На этих форсунках, точнее. То есть надо ремонтировать. И хозяин, кстати, жаловался на то, что она даже на горячую не сразу заводится. Ну, то есть топливная аппаратура уже полегла. Ну, ладно, восстановим. Ну вот, собственно, все запустили. Все работает. Работает мягко, штатно и прекрасно. Чуть попозже подведем итог. Ну, собственно, вот такой вот ремонт у нас и получился. А всего-то навсего проблема была в одной детали. Даже бог бы с ним, если бы это были там этого поганого качества эти ролики, ну там на 20-30 тысяч их бы хватило. Они потом просто зашумели, скорее всего. Но, как факт, получается, что здесь, ну, сэкономили на всем. Это вам, вот я говорю, я вам показал, что, как, зачем, почему. То есть сэкономили на всем, на чем можно было.
И получилась вот такая история. Дорогостоящая история. Ну, а на этом все. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, пишем комментарии, ставим лайки. Всех обнял, всем всегда рад. Пока-пока.